Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео мы сделаем обзор фотобокса вот этой фирмы. Он достаточно небольшой и очень удобный для любого мастера маникюра. Конечно же, нужно иметь фотобокс. А тем более, если вы живете в таком городе, где мало солнца, у нас, допустим, Питер, и осенью и зимой маловато солнца, поэтому нужно, конечно же, иметь небольшого такого помощника для того, чтобы сфотографировать свои работы и ноготочки клиента. Итак, давайте приступим к обзору. Этот фотобокс достаточно компактный, был он в таком пакетике. Здесь есть фотобокс сам и 6 цветов для того, чтобы сделать какой-то фон. Мне здесь нужен только белый, но для многих, возможно, будет полезно то, что есть здесь разные оттенки. Мы видим здесь сам фотобокс, инструкция к нему, как его собирать. Все достаточно подробно описано. Ну и я сейчас вам покажу, как это собирается. Достаточно легко собирается этот фотобокс. Он имеет систему выбора подсветки, то есть от холодного до теплого. Также можно изменять мощность лампы, прибавлять или убавлять и выключать. Он хорошо работает, я уже проверяла. И шнур, что на удивление было хорошо, достаточно длинный. Когда-то я работала, снимала место мастера маникюра, там был большой фотобокс, почти такой же, как этот, но в нем был короткий шнур. И я переживала, что здесь будет тоже короткий шнур. Но нет, здесь достаточно длинный шнур, его хватит, чтобы дотянуться до розетки. Единственное, вам нужно какой-то USB розеточку, чтобы воткнуть, и он работал, потому что больше здесь ничего не лежит, никаких переходников, так что вам нужно иметь это в виду. Вот и фотобокс. Здесь он очень хорошо сложен. Сейчас я покажу, как его собирать. Как видим, вот здесь сразу пока в разобранном состоянии. Видим, что здесь LED лампы идут вокруг. Есть такие варианты, где идут полоски с одного края и с другого края. Вот здесь подсоединяется к LED подсветочке провод. Здесь хорошо он зафиксирован наклеечкой, потому что в прошлом фотобоксе, которым я в помещении, где я работала, там не было это все сделано, поэтому все торчало, и на фото иногда он попадал. Также открываем вот таким образом, и как видим, вот здесь есть такие защелочки, в них нужно вставить соседние. Тем самым он хорошо скрепляется и хорошо держится. Почему я взяла маленький фотобокс? Сейчас я вам расскажу, пока складываю. Потому что, во-первых, он хорошо помещается на стол, во-вторых, мне не нужно много. Конечно, когда вы хотите хорошо прям сфотографировать ручки, и вы часто фотографируете ручки именно клиентов, я советую вам взять размер побольше. У меня размер по высоте 22 сантиметра, по длине, по-моему, он 23. Или пошире. Выставлю здесь размеры этого фотобокса, и вы сможете их увидеть. Обязательно, конечно же, оставлю вам ссылочку в описании под видео на этот фотобокс, чтобы вы могли его себе легко приобрести. Все, осталось совсем немножечко. Все. В чем прелесть маленьких фотобоксов? Если вы покупаете именно в таком стандарте, когда он идет из такого пластика, то именно когда он в маленьком размере, он достаточно хорошо держит форму. Если же у вас будет большой фотобокс, то он будет пошатываться. Там, где LED лампы, естественно, он потяжелее, и поэтому он может гнуться и все такое. Хотя тоже в таких вариантах все возможно. Вам же главное сфотографировать, и, в общем-то, и все. Ну и что, здесь очень удобно, что сделаны вот такие вырезы. Из-за этого мы можем сделать камеру вот в этом положении и фоткать сбоку что-то, да. То есть здесь есть стенка белая, то хорошо, что он весь белый. Также здесь есть окошечко сверху, оно легко откидывается, и можно снимать
сверху что-то. Это очень удобно. И оно также закрывается легко. И еще есть такие варианты фотобоксов, когда стенки фотобокса складываются в такую вот прищепочку, зажим какой-то, да. В чем минус? Когда вы фотографируете в таком фотобоксе именно вид сбоку, то эти все соединения видны, и это портит вашу фотографию. И что у нас тут дальше? Давайте перейдем к распаковке наших фонов. Давайте покажу вам номер фотобокса, чтобы вы уже определились. Вот этот номер серийный. Если вы будете искать самостоятельно такой фотобокс, то обратите внимание именно вот на этот серийный номер, потому что именно по нему легче всего искать именно тот фотобокс, который именно у меня. Вот такие вот фоны. Здесь 6 цветов. Это зеленый, красный, черный, желтый, синий и белый. Белый нам, конечно же, пригодится. Единственный минус, для некоторых может быть такой минус, это то, что поверхность такая рифленая, с дырочками. Но я в этом минусов не вижу. Как бы по сути нормальные фотографии получаются. Если вы хотите более ровную поверхность, вы можете приобрести сами либо ватман, либо что-то такое подобное ткани, да, сделать такие же дырочки. Можно даже просто наложить и вырезать такую же ткань. И менять, тоже делать какие-то свои фоны. Давайте я покажу, как его туда приделывать, этот фон. Все на самом деле очень легко. Мы видим, вот там есть такие тоже защипочки. В них мы заталкиваем, дырочку надеваем на эту штучку, и все прекрасно держится. Все, она оделась. Можно поднатянуть. Так, и вот этот краешек. Давайте его подключим и посмотрим, как он светит. Для того, чтобы его подсоединить, я использую розеточку. И вот здесь он светится, что он сейчас выключен. Как только мы включим, синий огонечек перестанет гореть. Все, наши лампочки там включились. Сейчас мы будем смотреть. Вот это, мне кажется, такой желтый цвет. Сейчас посмотрим. Нет, вот этот более желтый. Вот это холодный. Это такой дневной. Что-то между желтым и холодным. Вот 3 режима. Далее мы можем прибавить или убавить яркость. Вот мы ее прибавили. Вот мы ее убавили. Достаточно ярко светит, отлично можно получить какие-то яркие фотографии даже на любой телефон, то есть даже на простую камеру телефона можно получить хорошее качество изображения, потому что он создает классный эффект, у него не сильные тени, когда светит несколько ламп на объект, то получается не грубые тени, потому что если я использую свою вот эту лампу, да, которая у меня на рабочем столе, то она светит жестко и получается, видите, какие жесткие тени вот здесь. Это, конечно же, не очень хорошо. А вот здесь как раз таки таких сильных теней нету, и можно получить классные фотографии. Сейчас я вам покажу пару фотографий, которые получились при помощи этого фотобокса. Также сейчас покажу, как можно фотографировать какие-либо объекты. Вот, допустим, ставим мы флакончик, и вот так получается на видео. Видите, сбоку здесь у нас белое все, это очень хорошо. Можно даже редактировать фотографию потом в фотошопе, убирать вот эти вот линии ненужные, и получится чисто вот белый фон. Также давайте покажу, как будет сверху. Вот здесь открываем, и можно заснять сверху.
Очень удобно. В общем-то, все, обзор этого фотобокса готов. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте пальчики вверх. Также подпишитесь на мой канал. И поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем пока-пока!